И снова здравствуйте! Баланс, римская драпировка, широкая нагрудная выточка на шикарные размеры, базовая основа, объемность фигуры, как все взаимосвязано и как в этом разобраться. Об этом сегодня. Подспудными материалами будет выкройка, некоторые изображения моей графические от руки и уменьшенная копия тела человека. Выкройка — это развертка плоскости человека, фигуры человека на плоскости, в минимально необходимых добавках. Поэтому в данном случае это все-таки отражение того, как выглядит фигура. Первым вопросом обычно сложно понять, как взаимосвязано тело человека, объемная и плоская выкройка. Для чего это надо все? Те, кто понимают баланс, помнят, что от плеча до груди и до талии свои размеры по полочке, и между этими же линиями по спинке совершенно другие размеры. Попыталась чтобы не было обнаженного в эфире, но при этом как-то это все-таки прикрыть и показать, тем не менее. Мы можем взять и некоторую вертикаль изобразить, когда представляем тело и выпуклости относительно этой вертикали, как спереди, так и сзади, в виде лопаток, ягодиц. Но, взяв ткань и перегнув ее пополам, мы получим ровную линию. И поэтому выкройка на бумаге у нас также имеет ровную прямую линию. Мы не можем здесь изобразить какие-то выпуклости. Поэтому мы должны понимать, что есть горизонтальные линии груди, талии, бедер. Они между собой абсолютно параллельны. В то же время есть точка основания шеи, которая абсолютно в одном и том же месте на теле человека. Как по полочке, так и по спинке. А здесь у нас все совершенно иначе выглядит. Выпуклости груди нет, плечи почему-то на разном расстоянии. Как с этим быть, как это все понимать? Вот и получается, что мы можем отложить для своего понимания четкие линии, которые никуда не денутся. Это линии вышеназванные, грудь, талия. Параллельно им идет линия шеи, точка основания шеи, линия плеча. И мы единственное, что можем сделать, это замерить эти линии, на каком расстоянии между собой они на самом деле находятся на теле. И все, что мы можем внести в эти параллельные линии, чтобы это соответствовало телу человека, так это то, что по спинке, замерив эти линии, мы откладываем их на том расстоянии, которое есть по телу, по спинке. И по полочке мы также можем, замерив, отложить линии на том расстоянии, на котором они есть по полочке. Это центр груди. Мы здесь не можем сделать разрез. И поэтому нам что остается? От плеча до груди расстояние отложить куда? Вверх. От груди до талии отложить расстояние куда? Вниз. Если это расстояние отличное от того, что есть на спинке, значит, по переду будет эти линии отложены ниже. Соответственно, от груди вверх мы можем отложить это изменение. Но, когда мы говорим про живот, допустим, объемный, почему-то возникает вопрос, а как быть с животом? Опять-таки, вопрос объемов у нас не стоит. Мы замеряем объемы, и все прекрасно понимают, что те объемы, которые есть, мы спокойно откладываем на чертеже, называют это шириной сетки. Кто-то чертит по бедрам основу, кто-то по груди, от груди до талии. Также это расстояние, превышенное по спинке, у нас может быть замерено и по животу. Соответственно, если у нас от груди до живота, до талии, расстояние гораздо больше, чем по спинке, до этих же параллельных линий, значит, мы здесь просто эти линии рисуем на другом расстоянии, чем по спинке. Если талия меньше, мы делаем выточки. Но если здесь присутствует именно большой живот,
не отсутствие талии, которая при большом животе талия может быть, а именно большой живот, то все возникает сразу вопрос, те, кто только начинает разбираться с этим, а куда девать большой живот? Как с ним быть? А чем он, по сути, отличается от груди или ягодиц? Ничем. Как у нас есть расстояние от плеча до груди, если у нас большой-большой живот, узкий, грудь гораздо уже, то здесь могут вводиться рельефы, которые забирают излишек ткани. Но это в отдельном ролике. Так что если есть живот большой, то изначально само по себе это не является проблемой. Развертку тела человека на плоскости. Для того, чтобы хотя бы минимально дышать, минимально иметь какие-то возможные действия, нам нужно добавлять свободу облеганий. Делаем чертеж не столько на объем фигуры человека, сколько объем фигуры человека плюс 2,5-3 сантиметра. Эту свободу облегания обычно делят на 3 части выкройки: спинка, пройма и полочка перед. Когда совсем минимальная свобода облегания, то для того, чтобы лопатки могли раздвигаться и как-то двигаться, идет небольшая прибавка. У всех систем по-разному. В разные годы, десятилетия по-разному разбивалась эта прибавка. Но я придерживаюсь того, что 25 примерно процентов от прибавки примерно идет на спинку, процентов 60 идет на пройму при самом минимальном варианте облегания, ну и процентов 15 идет на полочку. Плюс-минус примерно, это по-разному. То есть получается, что 50% свободы облегания идет на пройму, то есть она изначально рисуется больше, чем тело. Но это настолько минимально и настолько не отражается сильно во внешнем виде, больше это идет для исключительно удобства физического контакта тела и одежды. Поэтому, да, на выкройке здесь будет больше ширина, чем тело человека. Но данная часть должна прилегать настолько хорошо в базовой минимальной выкройке, чтобы не было ничего торчащего, если мы шьем изделие без рукава. Ничего не должно лишнего открываться, но не должно отставать, даже несмотря на то, что есть дополнительная прибавка. Она есть, но она настолько минимальная, чтобы она не сыграла критичной роли. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть свобода облегания, тем не менее мы не подразумеваем, что это отражение изменяет внешний вид изделия относительно человека. И еще раз, от точки основания шеи до груди у нас получается здесь то расстояние, которое есть по фигуре. От плеча до линии груди опять-таки то же самое расстояние. Но так как ткань по плоскости спускается прямо с опорных точек, возникающая разница идет в защип, что мы называем выточкой. И когда мы ее переводим, например, в плечо или в центр груди, например, всю выточку переводим в центр груди в одно место. Получается, что от точки основания шеи до центра груди у нас тоже расстояние, но по центральной части выкройки расстояние вертикальное гораздо больше, чем оно должно быть на фигуре. По спинке же ткани остается столько же, сколько и было. Во время движения руками эта ткань будет ерзать и съезжать назад. Таким образом, плечевой шов будет также съезжать.
Если бы у нас по каким-то причинам ткани сзади было бы гораздо больше, чем надо, а по полочке переду столько, сколько нужно, не меньше даже, а столько, сколько нужно, то все равно ткань смещалась бы, потому что если здесь столько, сколько нужно, а здесь лишнее, то движением будет комфортнее, если будет везде более-менее равномерно, и ткань будет съезжать. В данном случае у нас по груди гораздо больше, мы сами так сделали. Мы не защипнули эту ткань, а перевели на грудную выточку, не закрывая. То есть сделали этот излишек ткани самостоятельно. Захотели, чтобы он находился по центру груди. Когда мы стачиваем, у нас получается объем. Когда мы переводим ее в другое место и раскрываем, как в данном случае, то получается, что у нас в этом месте значительный излишек. Он съезжает назад, утягивая за собой плечевой шов. Любая выкройка, предполагающая собой изменение базы, которая, повторюсь, минимально необходимая свобода, но все-таки это просто развертка тела на плоскость. Поэтому, когда мы делаем какое-то моделирование, мы предполагаем для себя удобство, и мы не говорим о том, что мы меняем только, например, полочку. Все-таки, наверное, меняется как полочка, так и спинка. Соответственно, когда некоторые изучают, они изучают как конкретные приемы, пытаются их запомнить, без привязки ко всем остальным узлам. Например, как перемоделировать нагрудную выточку и что потом дальше делать со всем этим. Нельзя говорить о перемоделировании нагрудной выточки, если мы значительно меняем что-то без привязки ко всему остальному силуэту. Например, некоторое удобство, отличное от минимальной базовой выкройки, допустим, для платья с рукавом из ткани. Не предполагается, что у нас здесь будет полное совпадение с базой. Вероятнее всего, для рукава мы немножко понизим линию проймы, для того, чтобы было удобство, чтобы пройма не была прям в ноль, особенно толщина тканей определенная, швы, несколько слоев от базы, от рукава, толщина ткани, они будут видаться, поэтому мы, скорее всего, немного их опустим. Вероятнее всего, часть выточки, для того, чтобы здесь не было полного облегания, даже несмотря на то, что здесь изначально в ширину заложена свобода, вероятнее всего, мы не захотим, нам не нужно в платьях с рукавом здесь полное прилегание и подчеркивание вот этой зоны. Скорее всего, мы сюда добавим немного выточки. Часть раствора выточки уйдет в пройму. Повышая пройму, увеличивая вот это расстояние, переводом некоторой выточки сюда, мы увеличиваем это расстояние, то есть шов плечевой сместится, он поднимется сюда. Логично, исходя из всего этого, что нам надо провести некоторые изменения по спинке. Возможно, плечевую выточку можно также слегка перенести частично в пройму, увеличив также расстояние на спинке, чтобы было удобство. Отдельный разговор, если есть плечевые накладки, подплечники. Возможно, если эта выточка небольшая, и мы половину переводим, например, в плечо, в пройму, останется здесь такой небольшой фрагмент, что его можно просто сутюжить в плечевом шве, не делая самой выточки. Возможно, мы можем перевести часть выточки, оставшейся, в горловину, в зависимости от того, насколько она будет раскрыта. Возможно,
основная ширина раствора срежется, и тогда здесь останется такой небольшой фрагмент, которым можно пренебречь, сутюжить его, припосадить или сутюжить. Все эти изменения идут в комплексе друг с другом. Но одно надо понимать, что кроме того, что мы перемоделируем все в комплексе друг с другом, как бы мы не исправили для нужного момента нам спинку, понизили линию проймы, перевели части выточек, часть выточки по переду также перевели в линию проймы, но если мы куда-то вот в этот фрагмент переводим раскрытую выточку, например, моделируем вырез качели, горловину качели, итальянская драпировка так называемая, мы так или иначе повышаем от точки основания шеи линии, повышаем расстояние до груди. Поэтому, проведя дальше все вот эти изменения, чтобы немного хотя бы нивелировать этот момент, все равно лучше линию плеча нарастить на спинке и столько же срезать с плеча. То есть расстояние, то есть по плечу от линии груди, перенося шов плечевой, мы не меняем общее расстояние от груди по спинке до линии груди спереди на полочке, но при этом перенесенный шов на некоторое расстояние со спинки на полочку при освобождении ткани на груди, при следующих движениях руками, когда шов захочет сместиться, если он на груди, на каком-то расстоянии, неважно на каком. Декоративное решение. Когда этот шов отклоняется назад на спинку, раньше, в старину, назовем там больше 100 лет назад, это воспринималось как норма. Сейчас это воспринимается все-таки не совсем корректно, как небольшая ошибка либо странность. Все-таки плечевой шов расположен обычно на своем месте. Сзади может быть кокетка линия, но она обычно где-то совсем ниже. Поэтому шов располагается обычно либо на своем месте, либо где-то ниже на плече. Соответственно, во время движения этот шов может немного сместиться. И насколько мы закладывали его, и где он находится, никто не определит, сместился ли он. Поэтому это будет смотреться гармонично. Так что смещение шва вперед это нужно исключительно для баланса. Также одним из приемов исправления ситуации с балансом является повышение линии основания шеи на спинке. Седьмого шейного позвонка, плеча на спинке. То есть вместо изначальной линии, которую мы отложили по замеру, для определенных видов моделирования необходимо это расстояние увеличить. Таким образом, от талии или груди до линии плеча расстояние будет больше, и из общего расстояния по телу вычитаемый отрезок по спинке даст меньшее расстояние по полочке. Если, допустим, у нас здесь 80 сантиметров и спинка занимает из 80 там, 38 сантиметров, то полочка это 42 сантиметра. Итого 38 и 42, разница 4 сантиметра. Если мы эти 4 сантиметра хотя бы на 1 сантиметр исправим в сторону спинки, 39 и 41, это уже некоторое изменение баланса, более гармонично смотрится. Потому что баланс это равновесие. Равновесия изначально на фигуре нет. Повышая линию горловины, мы немного исправляем баланс в сторону спинки, забирая лишнее с полочки. Но это нужно только при определенных способах моделирования. Итак, поэтому
в вырезе качели, в балансе, нам нужно четко понимать, какова степень того, сколько мы можем перевести в нагрудную выточку в центр изделия. Если это у нас линия груди, если это у нас линия плеча, а это центр изделия, то перевод выточки откидывает в бок центральный фрагмент. Вот то, сколько сюда можно перевести, взаимосвязано должно быть со всем тем, что я сказала до этого. Про расслабление вероятной проймы. Тем не менее, сколько бы ни оставалось, это изменяет баланс. Когда мы делим на несколько мелких выточек эту одну большую выточку, общесуммарная остается той же. Изменения не происходит. Что здесь, расстояние больше, чем нужно изначально по телу. А если выточка очень большая, как тогда быть? Все прекрасно помнят, наверное, если смотрели предыдущие ролики, что изменение вертикальное, увеличение, обычно на ткани отражается внизу провисанием. Вся разница свисает внизу одной складкой. Соответственно, если у нас здесь по центру груди вся выточка заложена в одно место, предполагается, что провисание будет здесь в одном месте, пока часть не уйдет с помощью баланса назад. Хотя именно вот в этой части никакого провисания нет. Так что плечо уйдет еще и неровно. Точка плеча может остаться на своем месте, а точка основания шеи уйдет назад. Будет закос. Соответственно, если кто-то строит базу или какое-то изделие, и у него отражается плечевой шов таким образом, поищите исправление данного дефекта в вертикали до груди, до талии, где у вас излишняя длина. Возможно, недостаток по плечу. Но если все-таки мы как-то нивелировали данную разницу раскрытием по спинке в пройму, то когда очень большая нагрудная выточка и не хочется делать никаких больших изменений, некоторые советуют при очень больших выточках все равно оставлять часть фрагмента, например, в нагрудной выточке. Знаю прекрасно, что иногда эту выточку просто не хочется видеть, но все равно раскрывать сюда ее все нельзя. Слишком большая разница. Таким образом, остается искать способы, куда ее можно убрать. Если мы не хотим приталивать тут по-разному, мы все равно можем так или иначе часть нагрудной выточки перевести в талию выточку. Часть можно перевести в бок и чуть-чуть припосадить в шве так, чтобы не было волны вот в этом месте, когда ткань будет выталкиваться излишней тканью при соединении с боковым швом спинки. В зависимости от раскрытия горловины можно часть перевести в горловину. И опять-таки, если достаточное раскрытие, то раствор выточки какой-то срежется. Останется небольшое количество, его также можно сутюжить и припосадить. Все зависит от моделей. Но, повторюсь, слишком большая выточка, когда ощутимо повышается разница данной вертикали, не должна быть нагрудная выточка полностью раскрыта именно в это место обычным раскрытием, например, для качелей. Надеюсь, данная взаимосвязь этих нескольких вопросов поможет при конструировании, и это хоть немного понятно, чтобы не запоминать. До новых встреч!